77%. Я когда увидел, глазам не поверил. Вы можете себе такое представить? Целых 77%. Вы знаете, друзья, целых 77% зрителей смотрит канал без подписки. Видимо, не хватает немножко смелости нажать кнопочку. Смелее, у вас это получится. А мне будет очень приятно. А сейчас серьезная тема. Пойдем, наверное, в здание, потому что жара просто нереальная. 35 градусов в теньке, невозможно находиться на пасеке. Ну а тема, друзья, как всегда, серьезная, потому что я всегда читаю комментарии и прислушиваюсь, делаю какие-то выводы. О чем речь? Не занимайтесь, как говорится, фигней на пасеке. Сейчас я вам объясню, почему будет такое название видеоролика. Я вам всегда показываю какие-то эксперименты, что я делаю на пасеке, где-то какие-то ошибки свои. В общем, все как бы наглядно, как можно сделать, как нельзя. И, соответственно, под последними видеороликами, где я рассказывал о КАЗ-81, как я там пролил семью, посмотрел, что упал клещ, были комментарии там, скажем, один комментарий у пчеловода говорит, это типа ежедневная норма, там, скажем, 15-20 клещей падает у человека на контрольный листик. Это тоже вам звоночек, дорогой комментатор. Если за сутки у вас на листик падает по 15-20 клещей, и вы не обрабатывали, там просто тьма его. Нужно немедленно обрабатывать, потому что съедят ваших пчелок. Также и начинающему пчеловоду будет полезно. Положил листочек контрольный и смотрит. Клеща нет, либо там какой-то один упал, два упало. Это такое, да, отход клеща есть естественный. Он сваливается с пчел где-то по старости, где-то просто, разные причины. Но тем не менее, это не должно быть такое, что вы не обрабатывали, смотрите, а у вас там сыпется клещ. Если такое происходит, заклещеванность у вас практически 100%, я уже так говорю. Это звонок. Если после обработки у вас падают клещики, это одно. Но без обработки, чтобы сыпались, это уже, как говорится, кошмар. Скажем, я уже первый этап обработки прошел, и, как я и говорил, картина приблизительно одинаковая из года в год, нет никаких таких сверхъестественных эксцессов. Но, тем не менее, клещ есть, я его убираю. По поводу этих экспериментов с КАЗ, скажем, что я пролил, там рассказал, вы не должны это воспринимать как бы не то что всерьез, а как какую-то панацею, и еще начинающий пчеловод подумает, да я сделаю так же. Нет. Я могу, во-первых, себе позволить, потому что у меня много семей. Во-вторых, я никогда не буду делать что-то просто наобум и лишь бы сделать. Нет. Даже если я буду, я же вам говорил, целый сезон, скажем, буду давать там периодически КАЗ, проливать КАЗом и смотреть, все равно будет контрольная группа. Это не значит, что я вот пролил КАЗом и больше я ничем обрабатывать не буду. Либо там дал КАЗ в пакетиках вместе с метком. Тоже нет. Все я буду контролировать. Соответственно, вы можете заниматься чем угодно, но должен быть контроль. Не то, что понадеяться, скажем, на какой-то экообработок. И все. Еще один комментарий был, там человек написал, что я тоже хотел заняться такой экообработкой пчел и чуть без пасеки, либо без пасеки остался. В общем, у него трагедия. Да, это не исключено, но вы занимаетесь экообработкой, занимаетесь на протяжении сезона. Но что вам мешало, скажем, какие-то контрольные группы семей обработать химией, грубо говоря, уже? Потому что даже если вы сезон хорошо все делали, давали им и КАЗ, и все, где вероятность, что клеща нет? Вы проверили заклещеванность. Если у вас легла вся пасека, либо половина, либо, сколько у вас уже получилось, так у вас не было контроля заклещеванности семей. Вы просто надеялись на не знаю на что. Это ваш косяк, это никто не виноват. Как я сказал, делайте что угодно, но контролируйте свои действия. Я показывать могу тоже что угодно. Во-первых, это разнообразие и контента, и чтобы канал был поинтереснее. Но, тем не менее, всегда говорю, это эксперимент. Я делаю, показываю.
и будут контрольные группы. В общем, я думаю, кто немножко думает головой, понимает, что все-таки эко-эко, но химия есть химия. Также вы должны тоже понимать, что по большому счету, да, там какие-то масла, какие-то запахи клеща как бы отталкивают. Он спрыгнет, но не погибнет. Со временем может вернуться на пчелу. Если дно сетка, конечно же, тут плюс. Он упал в траву, там по-любому он уже дороги назад не найдет. И в принципе это рабочее. Глухое дно. Клещ, скажем, даже если упал там 50% может подняться назад. Это уже такое. Просто я вам говорю, что на канале, да и вообще на ютубе, чтобы вы понимали, нужно все фильтровать. Много и даже такой информации, что я вот слушаю, вроде бы пчеловоды, можно сказать, ну, стажем берем так. Я беру блогерский даже стаж, просто вот сидят уже давно на ютубе и иногда слушаешь и как бы такие советы на вред, либо гипотезы неверные совсем. Ну, у каждого свое мнение. Тем не менее, я никуда не лезу и не люблю, когда кто-то лезет ко мне. У каждого есть свое мнение. Я просто высказываю свое, кто-то высказывает свое. Но тем не менее. Вот как-то так, друзья, начинающие пчеловоды. Все фильтруйте, занимайтесь экообработкой, чем угодно. Лишь бы у вас получалось. Но контролируйте. Вот вы будете знать, скажем, из года в год вы делаете какую-то процедуру, потом проверяете, нет клеща. Это отлично. А если вы делаете эту процедуру, проверяете контрольные, а у вас там что делали, что не делали, насыпалось полно клеща. Вот и все. Значит, это не дееспособное вещество, которое вы давали пчелкам. Я думаю, это понятно. Я практически под каждым роликом, что касается подготовки к зимовке, что ролики есть на канале, их полно, всегда говорю, проверяйте. Это самая важная пора на данный момент. Это фундамент. Если здесь сделаете какую-то оплошность, к Новому году можно на пасеке слезы лить просто. Самое главное – это подготовить пчелиные семьи. Я думаю, это понятно. Наравне, скажем, с такими болезнями, как клещ, качество кормов – это, грубо говоря, одно на одно завязано. Много клеща, съедят корма, пропадут понос, назематоз и так далее. В общем, с этим понятно. Я вчера вам, друзья, показывал декристаллизатор. В общем, рапсовый мед постоял. И я поставил туда такой мед миксовый. Там немножко садов, немножко рапса. В общем, всего понемножку. И меня приятно удивил результат за сутки. Все-таки от типа меда, от вида меда играет роль. Рапс не сдается. Сейчас откроем, посмотрите, какой вид имеет тот мед за сутки. Ух, приклеилось все. Смотрите, это был севший полностью мед. Я сегодня открыл и удивился. А он готов к разлитию. Так. Вот вам и медок. Это рапс такой неподатливый. Представьте, что в рамках творится, если уже слюнки потекли. Если его нельзя растопить при 40 градусах. Так, камера. Смотрите. Свежий, четкий медок. Готов к употреблению. Остыл и как свеженький. В общем, декристаллизатор 5 с плюсом. Все отлично. Поставил за сутки. Там писали кое-какие комментаторы, нужно считать электроэнергию. Но я считаю, скажу так вам, давайте посчитаем немного. Пускай будет так. Я засек, сколько он включен, сколько отключен. Получается, 10 минут работает лампочка 150 Вт, 10 минут нет. То есть полсуток лампочка включена. Получается, за полсуток сколько?
Пускай 2 киловатта. Пускай 2 киловатта. Так? 2 киловатта за сутки. Так как полсуток она включена, полсуток отключена. 2 киловатта накрутила, у вас мед растаял. Ну, здесь тоже где-то литров 5 пускай будет. Если бы я полную эту баклажку поставил, тут 20 литров. Возможно, нужно было 1,5 сутки, неважно. 2 киловатта накрутила, тем не менее мед растопила. Я не знаю уже, чем дешевле декристаллизировать. Даже заводские, те, которые одеваются на бидончики, тоже я считаю, что они накрутят то же самое. Они тоже под 150 ватт. В общем, не знаю как кому, а мне этот вариант нравится. Все меня устраивает и по расходу электроэнергии, и такая беззаботная декристаллизация. Это не ставить, скажем, как мне написали, я ставлю на паровую баню, там бетончик в воду, в общем, греется. Но где вы, друзья, устанавливаете датчик? Датчик вы устанавливаете где? Где-то вверху, в мед, либо под крышку, или куда вы его ставите. Соответственно, здесь уже 80, наверное, будет, 70-80 градусов, пока температура поднимется сюда. Представьте, севший мед, теплоотдача какая. Здесь перегрев, здесь недогрев. Датчик сработал при 40 градусов здесь, так здесь уже 80. В общем, и пока у вас все это перемешается, конечно же, оно тоже тает и быстро тает, потому что здесь 80. При таком... Итак, друзья, о чем это я? Здесь же при такой декристаллизации прогревается все, то есть полностью равномерно. Нет такого, что здесь перегрев, потому что стоит практически в кипятке. Ну, не в кипятке, оно не может закипеть, потому что все-таки мед забирает тепло. Но тем не менее, там опустите датчик в свою ванну, и вы увидите, какая температура там. Не спорьте со мной, я знаю, о чем говорю. Перегрев не зайдет. Все работает, но тем не менее. Я знаю, что люди привыкли так разогревать. Я показываю, как бы такая альтернатива. Да, есть и такие, что одеваются. Но тем не менее, если учитывать такую конструкцию быструю, вот вам холодильник, это хорошая вещь, потому что это готовый термос. Теплоотдача, можно сказать, стопроцентная, все держится внутри. Даже если одеть заводские эти такие грелочки, все равно нужно укрывать, потому что тепло уходит. В холодильнике же все остается внутри. Прекрасный декристаллизатор, друзья. Все. Вот на этом, друзья, на сегодня все. YouTube — это, конечно же, прекрасное приложение, общение. Много чего нового мы узнаем друг у друга. Но всегда имейте свою голову. Это что касается впитывать информацию. Все, друзья, вы меня поняли. Также не забывайте подписаться. Всем пока и до скорых встреч. Занимайтесь пчеловодством.